Всем привет, с вами Бананомастер, и сегодня мы поговорим про то, что такое switch и зачем его нужно знать. Сразу скажу, что это аналог if, но с некоторыми ограничениями и своеобразным синтаксисом. В коде я заранее написал уже некую конструкцию if. В принципе, она должна быть вам понятной. Здесь у меня есть переменная typeUser, и я с помощью тройного равенства сравниваю его со словами admin, client и так далее, чтобы сделать соответствующий вывод. Заметьте, что каждое условие – это проверка на строгое равенство, то есть 3 равно. Это написано не просто так. Когда у нас очень много однотипных сравнений, мы должны использовать switch. То есть именно для таких моментов, когда мы сравниваем одну и ту же переменную много раз с разными вариантами. Визуально switch пишется так. Я пишу слово switch, ставлю круглые скобки и внутрь передаю то, что я буду сравнивать. Далее открываю фигурные скобки и уже внутри прописываю тело. Если я хочу использовать switch, как минимум с самого начала я должен написать вот это. Далее я начну переписывать вот эту конструкцию в подход свитча. Первое, что я перепишу, это наше самое первое условие. В свитче оно будет выглядеть так. Я прописываю слово case, admin, две точки, тело, которое нужно выполнять, и break. Если рассматривать это более подробно, то давайте с самого начала начнем. Значит, вот этот кусочек, case admin, это то же самое, что и вот это условие. Если рассматривать его под капотом, то оно выглядит так. Когда switch запускается, он берет все кейсы и превращает во что-то другое. То есть визуально мы видим слово case, но под капотом написано по-другому. Тут прописывается та переменная, которую я тут писал сверху в свитче. К этой переменной добавляется 3 равно. И далее, что после кейса написано, то и читается. То есть слово case, вот это вот, это то же самое, что и вот эта конструкция. И у нас в этой записи после кейса написано admin, значит админ будет стоять вот так. Если говорить еще раз более подробно, то вот эта часть, это то же самое, что слово case. В самом слове case закодирована логика тройного равенства, то есть полного сравнения. Это, кстати, то самое ограничение в свитче, которое у нас есть. Switch умеет делать только строгое сравнение, то есть что-то с чем-то на полное совпадение. Он не умеет делать такие вещи, как больше, меньше, не равно, и так далее получается. В нем только одна логика – тройное сравнение. И в нашей конструкции у нас так и получается. Переменная typeUser сравнивается с админом. Далее, вот эта часть, вот это, давайте это ниже опущу, чтобы более понятно стало. Вот эта часть. Это то же самое, что и вот этот кусочек в ифе. Как это работает? С самого начала, когда мы прописали условия, мы должны поставить двоеточие. Двоеточие означает открыть тело кейса. В случае if это скобка вот эта, а в кейсе абсолютно другая запись, две точки. Далее, после двух точек прописывается тело кейса. То есть вот эта конструкция. В if то же самое. После открывания этой кавычки прописывается тело if. В самом конце у нас в if стоит
скобка, которая говорит о том, что мы if закрываем. В случае свеча это вот эта фраза break. То есть break говорит о том, что команда закончена, и мы как бы используем его как закрывающая кавычка. Конечно, визуально, ну, очень по-разному выглядит. Это if, а это switch. Ну, для новичка, я думаю, это куда-куда сложнее уже читается. И это нормально, если что, так и должно быть. Также очень прошу вас не забывать ставить брейк в конце. Ну, то есть закрывать кейс. На данный момент мы проходим брейк очень поверхностно. Но через пару уроков поговорим про него во всех деталях. Получается, в сравнении вот этот кейс это то же самое, что и вот этот if. Давайте далее я перепишу еще вот это промежуточное условие. В случае свеча будет выглядеть ну очень похоже. Я его скопирую, вот так вот поставлю, и мы будем по чуть-чуть менять каждый кусочек. Первый кусок, с которого я начну, это с вот этого. Вот это все у нас уходит. Я прописываю кейс. Далее, когда условие закончено, я открываю тело кейса. То есть ставлю вот так вот две точки. Далее внутри прописывается тело кейса. А ниже вместо этой кавычки слово break. Давайте еще один перепишем, вот этот, чтобы в общем полностью переписать эту логику. Но здесь попробуйте подсказывать мне сами. Когда я это переписываю, с самого начала я должен тут поставить какое слово. Думаю, вы тут точно не ошиблись, слово case. Далее я прописываю, с чем мне сравнивать. И мне нужно сравнивать с чем. Сравниваю его со словом boss. После ставлю двоеточие. Прописываю тело кейса. И закрываю кавычку. В конструкции мы переписали полностью наш switch. Давайте, чтобы все оно выглядело в одном стиле, я также подниму это вверх. Ну, если что, неважно, могу писать ниже, выше, читает и работает одинаково. Давайте сравним это все в общем. Получается, вот это аналог вот этого. Это то же самое, что этот кусочек. Ну и нижний else. Это вот этот нижний кейс. Вот мы переписали всю эту конструкцию. Подход свеча. Главная разница их в том, что switch может делать только тройное равенство. А if как угодно. Ну, все вот эти вот условия он может легко выполнять. После этих слов можно подумать, а зачем вообще нам тогда знать switch, если в if мы можем написать все то же самое. Ну, и проще читается как будто. Но как бы не так. Во-первых, switch это читаемость кода. Конструкция через if, вот она, я раскомментирую ее. Нам нужно в такой логике всегда всчитываться в том, что здесь написано. Ведь в какой-то момент, ну, например, я добавлю еще один else if, и здесь у нас будет, например, вот 2 больше 1. То есть в каждом условии у нас может быть какое угодно действие. Из-за чего я прям в каждое условие должен всчитаться вот так вот и внимательно посмотреть, что там происходит. В случае свеча тут гарантированно одна однотипная логика, 3 равно и все. Я когда смотрю, я четко знаю, что я вот эту переменную сравниваю с admin, client, boss. Ну, прям все ярко и четко написано. И каких-либо других сравнений тут точно не будет. Особенно, когда у вас много вариантов. Ну, например, тут было бы кейсов 20, и я сравнивал нашу переменную type user с очень разнообразными вариантами.
то Switch выглядит намного чище и понятней. Любой другой разработчик, открывая ваш код, сразу поймет, что здесь происходит. А здесь происходят однотипные проверки, сравнивая переменную TypeUser. Во-вторых, вы будете встречать Switch в чужом коде, на работе, в разнообразных проектах и в документациях. И если вы его не знаете, вы просто не поймете, что там написано. Так что Switch — это не замена if. Это инструмент для конкретной задачи, когда нам нужно сравнить одну и ту же переменную с несколькими разными значениями. И если я вижу switch в коде, то сразу приходит ассоциация 3 равно. И я четко понимаю, что в этой логике будет только сравнение. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.